Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко, и сегодня мы находимся в поселке Курортное. Пройдемся по его набережной, возможно, запустим квадрокоптер, немного полетаем над Карадагом, покажу вам море. И судя по шуму моря, там небольшой шторм, поэтому пойдемте смотреть на эту природу, как он выглядит зимой, этот замечательный поселочек. Погнали! Сейчас мы находимся на территории биостанции. Посмотрите, какие шикарнейшие виды открываются на Карадаг. Я, друзья, надеюсь, что удастся запустить туда квадрокоптер, хотя бы близко возле него пролетим. Ну и, конечно же, здесь у них очень прекрасный сад, здесь деревья высажены разные, редкие. Смотрите, какая красота здесь. Здесь, кстати, находится дельфинарий. Он недорогой, насколько мне известно. Билет туда стоил, что ли, 200 с чем-то рублей. Поэтому, но внутри он типа не супер реконструирован. Там нужно делать, конечно же, ремонтик. Кто был в этом дельфинарии, напишите, пожалуйста, как ощущение от посещения этого дельфинария. Понравилось вам или нет. Ну и, друзья, сейчас идем до касс узнать, есть ли экскурсии. Если бы, конечно, продавали сейчас в это время экскурсии, мы бы с вами посетили тропу на Карадаге. Я уже по ней ходил, видеоролик у меня оттуда есть, поэтому на канале вы сможете найти, называется Карадаг. Карадагский змей, что-то про него там у меня есть. Здесь растет такое растение с синими ягодками. Но видите, они уже испорченные, потому что на зима, нужно было летом собирать. И здесь вот такие деревья. Тут поставили скворечники. Их очень много и красиво их украсили. Вот так, друзья. Видим, здесь у нас приводят в нормальное состояние эти клумбы. За ними ведется уход. И это тоже большой плюс. Если спуститься чуть ниже, там уже будет дельфинарий. Сейчас, думаю, тоже туда с вами обязательно дойдем. Ну, сейчас, как видим, у них здесь субботник. За парком ухаживают. Это большой-большой плюс. Вот так, друзья, все зелено, все красиво. Вяземский Терентий Иванович, 1857-1914 годы. Основатель Карадагской биостанции. Вот так. Ну что, друзья, по парку здесь, конечно, очень приятно погулять, когда вот такие деревья, когда все ухожено. Вот, собственно, когда был Вяземский и высаживали эти деревья. Здесь вообще ничего не было, здесь была просто пустынная гора. Леса такого не было, как сейчас. И благодаря всем этим усилиям высадили деревья. Сейчас себя чувствую здесь замечательно. И, конечно же, они радуют глаз. Посмотрите, здесь разные экземпляры. Это вообще не похоже на сосну. Я не знаю, что это за дерево такое с такими иголочками. Но очень интересная, такая она пушистая. Сейчас мы с вами выйдем на смотровую площадку. Здесь нужно пройти по мостику. И там уже будет смотровая площадка у нас. Посмотрим, есть ли вода здесь внизу. Нет, друзья, как видим, воды, к сожалению, нет в этом ручье. Но, возможно, после дождей или ливнестоки все сходятся сюда, чтобы все это уходило в море. Друзья, по этой тропе мы когда-то начинали путешествие на Карадаг, но сейчас я хочу выйти на смотровую площадку, чтобы показать вам море, пляж, и я думаю, что с этой площадки нам удастся запустить квадрокоптер и покажу вам Карадаг с высоты птичьего полета. Ну, давайте подниматься. Здесь еще растут очень интересные красивые кактусы, обязательно вам тоже их сейчас покажу. Если уже поднялись, уже отсюда виден причал биостанции. Море немного у нас волнуется. Вот, смотрите, какая красота. Вон впереди мыс толстый и мыс Меганов. Видны даже ветряки, друзья, представляете? Это здание дельфинария. И с этой стороны у нас просто шикарнейший вид на вулкан Карадаг. Говорят, что именно здесь обитает карадагский змей. Я, кстати, его никогда не видел, но люди, которые живут в этом поселке, в Курортном, рассказывали, что действительно видели что-то похожее. Не знаю, насколько можно доверять их информации. Пока сам не увижу, друзья, не поверю. Давайте подойдем чуть выше. Смотрите, какая же здесь красота. Здравствуйте.
Так, а вы местные жители, да? Нет. Приезжие на отдых? Нет, просто на экскурсии. Понятно. Что-нибудь слышали о карадакском змее? Да, слышала. А что можете сказать, правда это или выдумка, как вы считаете? Пусть будет это правда. Правда, да? А Как что рассказывали интересно. вообще? Тоже интересно узнать. Ну, что периодически он появляется, пугает местных. Ага. Раньше рыбаков, когда Карадак был открыт. Они туда ходили, он там появлялся, да? Да. Понятно. Еще там около Золотых ворот Львиная бухта, Ага. где глубоко-глубоко, и там вот такие вот огромные медузы. Ого. Вот, и часто там он появляется. Там появляется, Мы да? когда с подругой в молодости купались, то есть к Золотым воротам спокойно едешь, какая-то радость на душе, а в Львиную бухту как будто кто-то не пускает. Просто страх какой-то. Будем Так знать. что есть змеи. Ага, точно. хорошо. Надеюсь, когда-нибудь его снимем. Да, Спасибо. обязательно, пожалуйста. Посмотрите, какой шикарнейший вид открывается на бухточку и на, конечно же, вулкан Карадаг. Женщина сказала, что змей действительно есть, и когда-нибудь я его сниму. Кто, если не я? Конечно, красота. Что здесь можно сейчас сказать? Вот такое сегодня у нас море. Здесь даже есть наши любимые крымские котейки. Кс-кс-кс. Скажи привет подписчикам. Лайк за кота по традиции. И, друзья, вот такие просто замечательные виды открываются с этой смотровой площадки. Просто невероятно. Там наверху, видите, купола такие стоят. Это обсерватория. С помощью ее наблюдали за звездами. Не знаю, сейчас она функционирует или нет, но проход туда, к сожалению, закрыт. Но, конечно, курортный такой хорошенький поселочек. Мне лично нравится. Вышли на такую полянку. Хочу вам показать кактусы. Здесь кактусы какие-то необычные растут. У них очень-очень длинные иголки. Сами посмотрите, не знаю, как называется этот вид кактуса, но он просто необычный. Смотрите, какие иголочки. Это все на фоне моря, на фоне Карадага. Выглядит просто невероятно красиво. Согласитесь. Немножко отойду вот так, чтобы показать вам полностью ракурс. И смотрите, в канаве у нас здесь еще остался последний крымский снег. И такое бывает. К сожалению, на Карадаг мы пройти с вами не сможем, потому что здесь находится Российская Федерация, Федеральное агентство научных организаций, особо охраняемая природная территория, Карадагский государственный природный заповедник. Если у моих зрителей есть, которые отсюда здесь работают, которые смогут провести меня туда, обязательно напишите мне, потому что я бы очень хотел туда сходить без экскурсии, просто погулять там, поснимать видеоролик. Поэтому, друзья, пишите. Я жду ваши сообщения, если, конечно же, есть у меня такие курортные люди с биостанции, возможно, меня смотрят. Дайте мне какой-нибудь пропуск, я не буду ничего там нарушать, ломать деревья, вы знаете, как я отношусь к природе, поэтому жду, друзья, вашего разрешения. Посмотрите, какой шикарный Карадаг просто. А внизу находятся там Золотые ворота, но с этой стороны, к сожалению, не видно.
Мы подошли к дельфинарию. Здесь находится кошачий дом. И слышно, как пищат вот дельфины, как они издают звуки. Честно, такой звук аж жалко. Мне, честно говоря, жалко их. Не знаю, будет на камере вам это слышно или нет. Слышали? Блин, я теперь против дельфинариев, наверное. Смотрите на котейков. Слышите звуки дельфина? Вообще. Хостел Барсик называется. Такие здесь прикольные котики. Но к котам здесь в поселке относятся очень хорошо, потому что мы прошли, люди их постоянно кормят, ходят. И котейки здесь довольные, сидят сытые. А вот здесь дельфинарий. Слышите? Звук дельфина. Сейчас пытаюсь записать для вас. Вот так, друзья. Блин. Как будто они зовут своих родичей с моря. Ну, такое ощущение у меня какое-то непонятное от их звука. С этой стороны дельфинария также у нас кошачий дом. Посмотри, написано «Жилье у моря». Но жители прям очень любят здесь котов, потому что построили им вот такие домики. Это огромный плюс, большие молодцы. Смотрите, котики крымские. Нет, это «Жилье у моря» уже. А, «Жилье у моря». Коты здесь все откормлены, такие мордахи у них огромные. Посмотрите только. Ой, он мурлычет даже. Да. И этот мурлычет. Кс-кс. В общем, котов действительно здесь любят. Вот так, друзья. Такое я видел только в Гурзуфе. О, Там, смотри, на лавочке сколько в их. Гурзуфе там тоже делали домик для Ребята, котов, смотрите, сколько но на здесь их лавочке прям намного больше сидит котов. жильцов. Вот им здесь воду ставят, чтобы они пили воду, и, конечно же, их здесь кормят. Мы в курортном пансионат Крымское Приморье. Выглядит он вот так. Однажды я вам его летом показывал. Вот это большое здание, это, оказывается, здание столовой. Здесь очень красивые колонны. Я тогда поднимался прямо наверх, и сейчас планирую тоже подняться и показать вам колонны поближе. Охрана здесь все ходят в масочках, все порядочно, все нормально. Поэтому нас даже тут не прессовали. Вот такая, друзья, красота. Посмотрите, какое здание шикарное, с такими колоннами. Такая лепнина наверху. Просто невероятно. Давайте подойдем поближе. Конечно же, любые такие пансионаты требуют больших вложений, обслуживания. Сам поселочек курортный небольшой. Население, если не ошибаюсь, тут 374 человека на весь поселок. Ну, давайте поднимемся повыше, покажу вам вид сверху. Обязательно пройдемся по его парку. Мне вот охранник сказал, что за парком следит всего лишь 2 женщины и 1 мужчина, друзья, понимаете? И парк, я вам скажу, находится в хорошем состоянии. Посмотрите, зеленая травка, нет листьев, все это поубирали. В общем, молодцы те, кто за ним следит. И мы поднимаемся уже к колоннам. Вот, друзья, эти колонны. Посмотрите, как они сблизка выглядят. Просто невероятно. Вот такая красота здесь в курортном. Согласитесь, когда сдалека смотришь, они не такие красивые, конечно, они все равно красивые, но не такие. Когда подошел поближе, прям аж дух захватывает. Как это все делали. Я не представляю, как делают такие колонны. Такую работу проделали. Очень серьезную. И вот так теперь они радуют нас, людей, которые здесь отдыхают. Здесь также открылся, вот какие несколько корпусов у них открылось. Здесь теперь принимают врачи людей. Смотрите, сейчас отправимся по парку. Там в парке много разных деревьев. Там только 5 разновидностей можжевельника. Ну, все буду вам показывать. Давайте уже спустимся. Но я должен дотронуться до истории, до вот этой колонны. Друзья, давайте дотронемся до нее. Потому что это же история. О, красота. Мы дотронулись до истории. Ну, друзья, видите, есть такие участки на здании, которые требуют ремонта. И надеюсь, что администрация обратит на это внимание и, конечно же, их отремонтирует. Потому что здание такое шикарное, с такими колоннами, по-любому подлежит ремонту. Вот смотрите, это здание столовой, и по обеим сторонам было посажено 2 кедра в то время, когда строилось это здание. И вот такие они до сих пор здесь выросли и живут. Здравствуйте. Ой, сегодня не упали. Вот такая, друзья, красота. Весь этот лес был высаден, весь этот парк. Напоминает чем-то парк Ток-Судака. Здесь тоже много таких интересных старых уже деревьев.
Посмотрите, клумбочки тоже у нас все ухоженные, все перекопанные, розы подвязанные. Ну, в общем, красота. Здесь тоже вот отдельная клумба. Красиво ее благоустроили. Что сказать, молодцы те, кто ухаживает за садом здесь. И, конечно, друзья, поселочек тихий, спокойный, здесь немного людей. И те, кто любит спокойный отдых, я, конечно же, рекомендую приезжать сюда, потому что действительно здесь и Карадак рядом, это там есть тропа карадакская. Пройти по ней это просто за счастье для меня. Посмотрите, у нас зима, цветут розы. Ну да, друзья, вот такая она крымская зима. Давайте пройдемся дальше. Вот это тоже, походу, дерево кедр растет здесь. Посмотрите, какие ветки, друзья, как они стелятся прямо вот над нашими головами. Невероятно красиво. Вот здесь, походу, раньше был, я так подозреваю, фонтан, потому что видно, что делали тоже при Советском Союзе. Или это клумбы были, точно. Вот такие шишечки из ракушек здесь из стекла вот сделали. Но красиво сделали, согласитесь. И здесь такое вьется растение. Конечно, сейчас зима, оно не цветет, не растет, а летом оно пустит зеленые листочки и будет еще намного красивее. Вот такие скамеечки, все покрашенные, кстати, ухоженные. Есть урны с пакетами, куда бросает свой мусор. Кстати, смотрите, нет ни одного ни одной какой-то фантика мусорного. Все ухожено. Даже листочков нет. Ух ты, это кипарис. Я думал, секвойя здесь тоже растет, немного похоже. Вот такие здесь кипарисы, они тоже древние, я думаю, потому что, смотрите, таких размеров кипарисы растут, ну, я вам скажу, очень-очень много лет. Высота его прям как эти здания. Вот такой тихий, спокойный парк. Можно здесь свободно гулять, дышать этим морским воздухом. В общем, друзья, красота. Вот такие моменты я люблю, когда ты можешь идти спокойно и наслаждаться. Так, давайте пройдем дальше. Я вижу, там 2 женщины гуляют. Здесь, кстати, можно даже взять путевку и отдыхать здесь зимой. Здесь люди зимой отдыхают. Так, я вижу цветы, вот не цветы, а кусты красиво подстрижены. Давайте покажу вам их. Или потом куда-нибудь свернем, наверное, вверх, потом пойдем. Потому что там прям настоящая кипарисовая аллея. Ну, смотрите, курортная реально утопает в зелени. Конкретно в этой части. Прям идешь, как будто мы не в курортном. Тоже, смотрите, красиво все подстрижено, все эти кустики. Вот такие здесь кипарисы растут. Давайте вернемся на главную дорогу, потому что там прям очень и очень зелено и красиво. Пройдемся там. Чуть выше зайдем. Территория парка, я вам скажу, очень большая, наверное, как полпоселка занимает. Но гулять здесь одно наслаждение. Вот чувствуешь этот дикий Крым какой-то, эту природу. И мне такие моменты очень и очень нравятся. Смотри, какие кипарисы здоровенные. Просто слов нет. Вот такие места даже бывают в курортном. Так, я тоже, походу, кипарис, но посмотрите, как он необычно растет. Сразу несколько у него стволов из корня идет. Вот так, друзья. Здесь вон есть детская площадка. Ладно, на детскую площадку идти не будем, но видно, что она тоже обустроена. Или показать вам. Так, ладно, давайте до детской хотя бы. Покажу вам ее немного. Ну, конечно, здесь очень и очень красиво. Или ладно, не пойдем, друзья. Пойдем лучше на море посмотрим. Вот такая красота здесь, в курортном. Местные жители рассказали, что вот это здание строили специально для сына Сталина. Не знаю, насколько подтвержденная информация. Если вы что-нибудь слышали, конечно же, хотелось бы услышать ваши теории и догадки. Давайте вокруг обойдем, посмотрим, что находится с другой стороны. Но находится оно прямо на берегу моря, прямо на набережной. Отсюда слышен шум прибоя. Но вот такое здание с такой архитектурой. Видите, какие окна необычные. Форма их. Давайте с другой стороны посмотрим. Давай. Ну, напоминает небольшой, я вам скажу, замок, если посмотреть его. Конечно, бы куда-нибудь нам подняться и посмотреть. Напоминает небольшой замок, типа Генуэзской крепости. Видите, там наверху такие
зубцы. И вот такой центральный вход. Давайте отойдем чуть поближе, чтобы посмотреть здание в полный размер, как оно выглядит. Так, местные жители, если вы меня смотрите из курортного, напишите, пожалуйста, информацию за это. Сейчас это корпус санатория, но строился как дача для сына Сталина. Вот такой, друзья, домик. Ну, конечно, в таком шикарном месте находится, прямо на берегу моря. Вот, посмотрите, уже идет реконструкция одного из корпусов. Это корпус номер 3. Тоже здесь делают такой косметический ремонт снаружи. Что-то внутри, друзья, я не знаю. Не могу вам сказать, какие там номера, какая там мебель, какая там обстановка. Поэтому, если вдруг кто здесь отдыхал, я прошу вас написать в комментариях, как там внутри, чтобы все зрители узнали об этом. Но вот такой корпус. И сейчас здесь идет ремонт. Я рад, что идет ремонт, потому что здание обновится, будет выглядеть как новенькое. И здесь у нас установлена какая-то скульптура в центре. Вокруг нее посажены белые розы. Они уже половину отцвели. Возможно, это был фонтан. Сейчас посмотрим. Вот такая скульптура. Женщины с кувшинком. Да, друзья, смотрите, розы еще не отцвели. Некоторые цветут. И вот бутончики только будут распускаться. Что это за зима такая в Крыму? Просто красота, согласитесь. С розами, с цветами. Невероятно. Да, это, походу, был фонтан. Возможно, летом он даже работает. Я не обратил в прошлый раз внимания. Но вот такой фонтанчик в центре стоит. Так, информация специально для моих зрителей. Мы сейчас попробуем подойти максимально близко к окошку и заглянуть в номер. В общем-то, я ничего не вижу. Вы сами смотрите, что там. В общем, надеюсь, вам было видно, что находится в номере. Мне, честно говоря, солнце зеркаливает, я вообще ничего не вижу. Вот еще один номер. Но, в принципе, я вижу холодильник, какие-то спальные места. Но сейчас на зиму все там закупорено, конечно, идет, конечно, уборки, все эти ремонты в номерах после лета, после сезона. И к лету уже все, думаю, будет готово, чтобы снова принимать сюда отдыхающих. Ну все, мы вышли на набережную. Набережная тут такая, мне, честно говоря, как в советском каком-то стиле, как будто мы попали в советское время. Посмотрите, какой вид открывается с набережной. Просто на вулкан Карадак. Сейчас подойдем к морю, я вижу, там море прям штормит хорошо. Ну, кстати, помните, мой первый ролик из курортного набережной была вся в мусоре. Было много здесь мусора. Сейчас же я вижу, что, я не знаю, как они с этим справились, но мусора вообще здесь нету. Все убирается, все подметается, стоят урны, даже урны, все мусор вывозят вовремя. Кто смотрел мой первый видеоролик отсюда, из этого поселочка, помнит его прекрасно. Сейчас же видно, что набережная убирается. Но вот эта часть, я уже неоднократно про нее говорил, это скамеечка. Ее вот нужно хорошо сделать, покрасить, чтобы она не выглядела так ужасно. Поэтому администрация, кто за этим следит, пожалуйста, сделайте тоже красивый вид этой скамейки. Ну и, друзья, вот такие здесь пляжи, такое шикарное море. Давайте с вами зайдем на бун. Посмотрите. Конечно, я не люблю галечные пляжи я не люблю. Я предпочитаю песчаный пляж. Но кто хочет песчаный пляж и приехал в курортное, то вам нужно идти вон туда, в конец, за причал. Там песчаные пляжики. Вот такое море. Да, друзья, шторм у нас. Давайте на бун уже отправимся. Посмотрим на море с буна. Ну, конечно, Карадак выглядит невероятно. Согласитесь, такие виды красивые. Чуток полетали на коптере. Надеюсь, он хорошо все снял. Потому что, видите, солнца нету, темно. Но видите, штормом тоже вымывает какой-то здесь мелкий мусор. Крышки из-под бутылок. В основном здесь крышки из-под бутылок. Поэтому, дорогие зрители, дорогие мои подписчики, если вы едете на отдых, не оставляйте мусор на пляже, не выбрасывайте его никуда вот так в море, потому что все это потом возвращается. Выносите все в урны. Урны, благо, здесь есть в городе. Ну, а мы с вами заходим на бун, чтобы посмотреть на море поближе. Да, друзья, вот такое сегодня море у нас. Тоже
неспокойная, бушует. Смотри, какая волна идет. Она сейчас нас накроет, давайте убегать скорее. Нет! Успели. Ой, друзья, еле успели подняться на бун. В общем, вот такие у нас волны. Красота. Вот такой-то замечательный поселочек курортный. Не знаю почему, но у меня прям душа к нему лежит. Мне он тоже, друзья, нравится. Этот поселок. Вот я с первого раза влюбился в него, и все. Любовь с первого взгляда, как говорится. Штормящее море на фоне Карадага. Красота. И вон наверху на горе чей-то домик стоит. Вот там бы, конечно, пожить, это было бы шикарно, с такими видами. Вот такое море. А впереди у нас с другой стороны открывается вид на мыс Толстый. Вот он, там находится Бугас. И вон вдалеке мыс Меганом, там ветряки наверху стоят. И вот там, друзья, у нас Лисья бухта. Вон там. Лисья бухта — это, наверное, самый известный нудистский пляж. В советское время он был таким. Я там тоже снимал видеоролик летом. Кто хочет, на канале ищите, вы обязательно его найдете. Ну а пока вот такое море для вас. Тоже кафешка была популярная, сейчас она закрыта, но велик остался. Вот так они украшали все, ставили клумбочки, садили какие-то растения в них. Зимой же, конечно, это все просто, друзья, здесь вымирает. Вот такие поселочки зимой в Крыму. Все закрыто, кафешек нет, сходить некуда. И мне, честно говоря, очень нравится, когда все закрыто. Идешь как будто по какому-то закрытому городу, где нет жизни уже. Но летом здесь все возобновится. Самолеты летают, истребители над нами почему-то. Здесь, кстати, какая-то река течет с гор прям в море. Вот устье реки, посмотрите, такое довольно-таки большое. Скорее всего, со всех гор когда-то здесь текла река. Сейчас, как видим, не чистится русло, но и воды совсем нет, потому что в Крыму действительно сейчас есть проблемы с водой. Насколько я читал, что в Симферопольском водохранилище там вообще оно практически уже высохло. Нужно будет туда тоже съездить и снять отдельный видеоролик про воду Крыма. Вот так здесь все закрыто. Сами видите, друзья, действительно какой-то у нас закрытый получился городок. И главное, даже местных здесь трудно встретить. Все сидят по домам, либо где-то работают. Ну, сами все видите. Мне нравится вот так побродить по городу, когда никого нету. Просто красота. Согласитесь, хотели бы вы вот так погулять по городку, где вообще нет жизни зимой? Поэтому приезжайте, друзья, зимой в Крым. Тут совсем другая атмосфера. Я уверен, что большинству из вас Крым зимний понравится. Сейчас движемся в сторону главного причала. Попробуем забраться еще на причал. Покажу вам море и виды, которые оттуда открываются. Вот такие здесь кафешки. Конечно, все налеплено, настроено. Вот так и живут здесь люди. Все, мы уже дошли до причала. Вот в этом месте, где аптека справа. Помните, там мужичок продавал вкусный плов. Угощал меня этой трубочкой. Передадим ему привет, если он будет смотреть этот видеоролик. Мы к вам еще летом точно вернемся. Вот так, друзья. И здесь уже главный причал. Ну, причал здесь хотя бы не в аварийном состоянии, как в Судаке находится, но зимой он тоже закрыт. Нет, друзья, здесь пляжи тоже не песочные, не песчаные, а из мелкой гальки. Сейчас покажу вам. Почему-то я всегда думал, что здесь мелкий песок. Вот, смотрите. Здесь тоже, оказывается, галька. И в море конструкция стоит. Она, кстати, уже разваливается, насколько я вижу. Посмотрите.
Когда я снимал, она была немножко по-другому стояла. В море стоит бетонный куб. Этот куб строили еще немцы, чтобы добывать материал, который они добавляли в цемент. И он становился намного крепче и мог устоять вот в такой среде, где повышенная влажность, в воде. А добывали этот материал на Карадаге. И оттуда хотели протянуть канатную дорогу, чтобы они сразу смогли транспортировать его сюда и в корабли грузить и вывозить отсюда. Ну и вот главный причал выглядит вот так сегодня. Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш видеоролик. Надеюсь, он вам понравился. Обязательно поддержите его большим пальцем вверх. Пишите свои комментарии, конечно же. Делитесь видеороликом во всех своих социальных сетях. Это очень помогает в развитии канала. Ну и, конечно же, по традиции приглашаем 3 своих друзей на канал. С вами был я, Александр Михаленко, и вы, мои шикарные подписчики. Встретимся с вами уже завтра в новом видео. Всем пока!